Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о семье певицы Валерии и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. За последние 2 дня сотрудники команды Никиты Михалкова, куда входят 60 известных советских и российских артистов, произвели кардинальные действия по аресту директоров коммерческих предприятий, которые занимались поставкой некачественного оборудования в зону спецоперации. Одна из причин подобных действий – это трагическая смерть сына министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, Сергея Белоусова, который героически погиб несколько дней назад в зоне спецоперации. Антикоррупционному комитету удалось выяснить, что именно некачественное оборудование, которым пользовались в зоне спецоперации сын Андрея Белоусова и другие российские ребята, привели к трагической ситуации. Каково же было удивление антикоррупционного комитета, когда появилась информация, что директорами 2 коммерческих предприятий, которые занимались поставкой оборудования, оказались семья известной певицы Валерии, в частности сама эстрадная исполнительница и ее супруг Иосиф Пригожин. Антикоррупционный комитет и полиция сработали незамедлительно. Сегодня утром в московском офисе певицы произошли массовые аресты. Были задержаны сама певица Валерия, ее супруг Иосиф Пригожин и другие сотрудники коммерческого предприятия, которые занимались поставкой некачественного оборудования в зону спецоперации. Стало известно, что семья певицы Валерии сэкономила более 80 миллионов рублей на своих преступных деяниях. Их коммерческие предприятия изготавливали оборудование для спецоперации из некачественных материалов, что привело к многочисленным трагедиям среди российских ребят в зоне СВО. Теперь в буквальном смысле рыдающим от позора семье певицы Валерии грозят крупные уголовные сроки, и они могут быть отправлены в следственный изолятор. Семья певицы Валерии, в частности, будут обвиняться по следующим статьям: государственная измена, финансовое мошенничество в особо крупном размере и изготовление некачественного оборудования, которое привело к многочисленным жертвам. Стало известно, что дело о певице Валерии и поставке некачественного оборудования взяли под личный контроль глава антикоррупционного комитета Никита Михалков, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сотрудник антикоррупционного комитета и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов имел прямой разговор с Верховным главнокомандующим Российской Федерации, в котором Андрей Ремович в привычной ему прямой и принципиальной форме указал президенту Российской Федерации на некоторые ошибки в ведении спецоперации. Также Андрей Ремович Белоусов предложил новые методы решения данной проблемы. Кардинально важная новость из области медицины. Еще полгода назад антикоррупционный комитет перечислил более 50 миллионов рублей для создания новой прививки от онкологических заболеваний. И, наконец, несколько дней назад появились положительные результаты. В России были проведены первые испытания первой вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты. Глава Центра Гамалея, академик Александр Гинзбург, пообещал в ближайшее время ответить на все интересующие вопросы. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков заявил, что основное требование для данной вакцины должно быть доступность среди российского населения. Никита Сергеевич потребовал, чтобы данная прививка была бесплатной для детей и пенсионеров. Сотрудники антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым вынесли важное предложение – понизить стоимость на жилищно-коммунальные услуги на 15% в связи с высокой инфляцией и тяжелым социальным уровнем российского населения. Сегодня день памяти известного советского и российского юмориста Аркадия Арканова.
Аркадию Михайловичу мог бы исполниться 81 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.